Друзья, я вас приветствую на канале Энергия Таро, где сегодня на картах Таро мы рассмотрим фигуру неоднозначную, в чем-то загадочную и даже мистическую, вызывающую восторг у современного читателя и массу вопросов. Это личность Михаил Афанасьевич Булгаков. Узнаем, как обычный земский врач стал популярным писателем, которого по сей день не просто перечитывает современное общество, но и обсуждает, выдвигая всевозможные версии успеха его мрачного романа «Мастер и Маргарита». Почему весь путь к славе Булгакова можно разложить на 3 этапа, в каждом из которых фигурировали 3 его женщины. Все о мистицизме, покровителях Булгакова, среди которых были Алексей Толстой и Сталин, а также о тайнах его смерти разберем сегодня на картах Таро. Меня зовут Сабина, я таролог и рунолог с опытом более 12 лет, детский психотерапевт. Разбираю на картах Таро запутанные ситуации и жизненно важные вопросы. Обратиться ко мне за личным раскладом или обрядом вы можете, написав мне в личку, которая указана под видео, или отсканировав QR-код. А если вы хотите разбираться в картах Таро так же легко и просто и делать расклады себе, своим знакомым и клиентам, у меня для вас есть кое-что интересное. Ни для кого не секрет, что карты Таро в современном мире стали надежным инструментом и помощником для решения жизненных вопросов, определения будущих событий и возможности хорошо заработать и стать профессиональным и успешным тарологом. Очень важно при этом определиться с обучающей программой, курсом, который вы будете проходить. Эксперт, обучающий вас, должен сам практиковать Таро, его курс должен быть глубоким и интересным, и при этом важна обратная связь от мастера. Мой курс по классической колоде Райдера-Уэйта – то, что необходимо как новичку в Таро, так и уже опытному тарологу, желающему освоить новые аспекты в работе с колодой. На моем курсе неограниченный доступ к видеоурокам, которые вы можете изучать, совмещать со своей основной деятельностью. Уроки выходят раз в неделю, что позволяет вам освоить и переварить материал за это время. Вы всегда сможете получить от меня обратную связь и помощь в практике и работе со своими клиентами на раскладах. Мои ученики уже берут первые расклады и умело разговаривают с картами, так как на уроках мы изучаем не просто теорию и практику, а учимся взаимодействовать с каждым арканом. Сам курс находится в закрытом телеграм-канале, и попасть туда вы можете, просканировав QR-код на экране и написав мне в личку. Также мои контакты есть под видео в описании. Положительные отзывы о моем курсе вы можете увидеть у себя на экране. Они красноречивее любых слов. Если вы хотите получать глубокие знания по Таро, практиковать Таро для себя и своих клиентов и прекрасно понимать все, что вам говорят карты, то мой курс именно для вас. Оставляйте заявку сейчас, и вас ожидает подарок. Курс «Безумной луны» Патрика Валенса бесплатно. Михаил Афанасьевич Булгаков – выходец из дворянской семьи, где отец Булгакова, религиовед, увлекался историей масонства, а мать была учительницей в женской гимназии. Сам Булгаков прошел Первую мировую войну, голод и даже морфинизм, а его верная первая супруга Тася всегда была рядом с ним. Затем был взлет как писателя, покровительство от Толстого и Сталина, развод и вторая супруга. И, наконец, ошеломительный успех уже после его смерти, связанный с мистическим романом «Мастер и Маргарита», в котором сокрыто много тайн и есть частица самого Булгакова. Давайте сегодня с помощью карт Таро выясним настоящие детали жизни Булгакова и окунемся в его самые сокровенные тайны. С нами сегодня карты Таро черной воды. Здравствуйте, карты. И первый вопрос про характеристику личности. Когда мы с вами говорим про личности, а сегодня у нас как раз именно эта рубрика, мы выясняем характеристику личности, основную суть человека, каким он был до популярности его и каким он стал после, да, если это популярный человек. Итак, карты, покажите нам, пожалуйста, кем по характеристике личности, по основной сути своего характера, своей личности был Булгаков до известности, до того, как он стал известным. И каким Михаил Афанасьевич Булгаков стал после обретенной им славы. Изменилось ли что-то в нем? Не изменилось. Каким он стал после, каким Булгаков был до известности и каким он стал после. Каким он был до известности? Шестерка мечей. Шестерка мечей – это человек, который уходит к родным берегам или неродным берегам, уезжает куда-то. Ему очень не хочется этого делать, но тем не менее он это делает, он вынужден это сделать. Да? Я вынужден делать то, что мне не нравится, что мне совершенно неинтересно, что мне совершенно удручает абсолютно и точно, но мне нужно как-то выживать. Вполне возможно, что у
врачом он стал не потому, что он хотел быть врачом, хотя многие источники пишут о том, что он желал быть врачом, кто-то говорит о том, что наоборот, да, этого желания у него не было, но тем не менее шестерка мечей — это я ухожу туда, куда мне не хочется идти. Вот я иду по совершенно непроторенной в своей жизни дороге, о которой я даже не думал. У человека много каких-то идей, амбиций в голове. По характеристике личности это очень амбициозная личность, целеустремленная личность. И мне нужно как-то зарабатывать деньги, как-то кормить себя, супругу, да. Я говорю про первую его супругу Тасю, Татьяну Лапу, которая прошла очень многое с Михаилом Булгаковым. И вот здесь по шестерке мечей я иду, но мне не хочется этого делать, но тем не менее нужно как-то выживать. Целеустремленный человек, который готов выживать, готов все преграды на своем пути сметать, лишь бы прокормить себя, супругу и быть с кем-то в этой жизни, да, то есть я готов идти к своей цели. Вполне возможно, что я когда-нибудь до нее дойду. Шестерка мечей — это младший аркан. Если мы смотрим по кабале, по каббалистическому древу Сефирот, те люди, которые по характеристике личности не прошли младшие арканы, они не прошли свою кармическую задачу в этой жизни, к сожалению, будут проходить ее в следующей жизни. И снова у нас младший аркан, кем он стал после того, как он обрел известность. До этого не было в Булгакове этой характеристики, но тем не менее стало после, да, тщеславие какое-то, жадность, возможно, скрупулезность, хочу все себе, некое чванство даже, да, здесь у нас изображено по четверке пентаклей, хочу все себе, хочу загробастать себе весь мир, или хочу загробастать себе вот эту славу писателя, да, он был жаден до этого, жаден до этой славы. И четверка пентаклей показывает ресурсы нам, да, потому что пентакль — это ресурсы, это 4 стихии и дух. Вот что изображает нам пентаграмма. Про пентаграмму много чего плохого говорят, и говорят то, что она используется в черной магии. Да, абсолютно точно это так, но также пентаграмма используется и в белой магии, друзья мои, потому что пентаграмма — это наш дух, это наш эфир. И то, что показано у нас на карте, четверка пентаклей, это я хочу себе забрать все и даже больше, чего я не имею или чего не должен иметь. Вот здесь изображено некое чванство, жадность, и я хочу жить быстрее, хочу, чтобы все быстрее мне доставалось, да. Здесь вот это изображено, опять у нас младший аркан, человек не прошел свою кармическую задачу в этой жизни. Давайте узнаем его сильные и слабые стороны Булгакова. Покажите нам, пожалуйста, карты. Сильные стороны в характеристике личности Михаила Афанасьевича Булгакова. Какими сильными сторонами обладал Михаил Афанасьевич Булгаков и что было слабого в нем, что было деструктивного в Михаиле? Что было слабого, что мешало ему, возможно, да, жить, наслаждаться этой жизнью. Сильные стороны и слабые стороны. То, как ни странно, да, слабые стороны, посмотрите, шестерка мечей, снова вышла карта, которая выпадала на характеристику его личности до. Слабыми сторонами, давайте сразу с этой карты начнем, является то, что он шел туда, куда не следовало идти. Нужно было изначально начинать тот путь, который он хотел начать, да, возможно, он хотел стать писателем с детства, мы узнаем об этом сейчас. Возможно, он хотел какой-то другой жизни для себя или какой-то другой женщины, да, несмотря на то, что писали, что Татьяна была той самой девушкой, той самой любовью юной, да, с которой он хотел быть, возможно, это совершенно не так, друзья мои. Мы знаем только со слов официальных источников, да, но шестерка мечей — это слабая сторона в том, что я иду за кем-то, или я иду и повинуюсь спокойно, да, вот я спокойно повинуюсь превратностям судьбы. И это его слабая сторона. И опять-таки младший аркан. И вот старший аркан, повешенный, у нас как раз выходит на сильную сторону в его характеристике личности. Это выжидание. Я могу очень долго ждать. Помните, да, стихотворение? Я могу тебя долго ждать. И здесь я могу очень долго ждать своей славы. Я могу очень долго идти к тому, чего я хочу, но можно было сделать это гораздо быстрее. Гораздо быстрее и пройти не по головам. Я не говорю, что Булгаков шел по головам, да, пройти как-то так очень умело. Возможно, не так, как прошел он. Мы узнаем сейчас, заключал ли он темный договор, да, был ли он масоном. Я знаю, что вам это интересно. Но вот повешенный в ожидании я могу очень долго ждать. Это моя сильная сторона. Давайте посмотрим, был ли Булгаков наделен талантами писателя в действительности. Почему я задаю этот вопрос? Потому что если вдруг мы узнаем то, что Булгаков заключал темный договор, вполне возможно, что писательским даром его наделили потом. Да? Был ли Булгаков, Михаил Афанасьевич, наделен талантом писателя в действительности? Да или нет? Да, абсолютно точно. Да, император — это человек, безусловно, талантливый, человек, который хочет власти. Власти не той, что обычно бывают у тех самых императоров, у королей, да, у власть имущих людей, которые сидят в Государственной Думе, возможно, а именно той власти некого тщеславия. Я хочу славы, я хочу славы, я хочу, чтобы она мне досталась, я хочу, чтобы меня любили. Это не хорошо и не плохо, друзья мои. Да, я не могу сказать, что это плохо, не могу сказать, что это хорошо. Но, тем не менее, вполне возможно, что это сыграло с ним злую шутку в течение жизни.
жизни. Безусловно, и невозможно талантливый человек, потому что 4-й старший аркан император нам говорит об этом. Давайте посмотрим отношения Булгакова с отцом и матерью, потому что очень важны семейные отношения, семейные кровные узы и то, как начиналось вообще его становление. Да? Начинается становление любого человека с детства. Итак, отношения Михаила Афанасьевича Булгакова с его отцом и с его матерью отдельно. Да, посмотрим. Отношения Михаила Афанасьевича Булгакова с отцом и отношения Михаила Афанасьевича Булгакова с его матерью. Отношения Михаила Афанасьевича Булгакова с его матерью. Итак, отношения с отцом, отношения с матерью. Какая-то император, да, мать. Мать главная в семье или мать имеет какой-то знатный род, знатное происхождение именно почему-то у матери. Или именно у матери власть в доме, и в доме присутствует некий матриархат. Вполне возможно, что отец даже этого не замечает. Да? Отношения с матерью сложные, достаточно. И очень мало, кстати, описано про отношения матери с Михаилом Булгаковым. Да? Но здесь вот сложные отношения, и каждый пытается занять первенство. Каждый пытается стать лидером в семье. Да? Очень часто встречаются такие семьи, где отец просто талантлив, а мать такая, да, женщина достаточно серьезная, строгих правил. Что касается отца, вот потеря какая-то, да, вот 5 кубков – это потеря. Я что-то потерял во взаимоотношениях с тобой, или что-то приобрел и потерял, или ничего не приобрел. Здесь потеря, возможно, не было общения такого, какое хотел Булгаков, да, возможно, не было какой-то заботы, было только напутствие, был какой-то гнет, ты должен делать так, а не так, как ты хочешь, а так, как я хочу, да. Но здесь присутствует потеря тебя как отца, или тебя рядом со мной не было тогда, когда я хотел. Со мной рядом все время была мама, и она была лидером в семье для меня, да, или вообще просто она считала себя лидером в семье. А тебя не было тогда, когда я так в тебе нуждался. Вот здесь потеря по 5 кубков обозначает именно это. Или вполне возможно рано потерял отца, да, я, к сожалению, не знаю, когда погиб, когда умер отец Михаила Афанасьевича. Подскажите мне, пожалуйста, вот это пропустила. Возможно, потеря раннего отца, или потеря отца как не физически, а ментально, да. Здесь потеря, друзья мои. Мать очень рьяно присутствовала в жизни Михаила Булгакова, ему это даже в какой-то степени не нравилось. Отец Булгакова увлекался всерьез, во-первых, он был религиоведом, да, и всерьез увлекался, изучал историю масонства. Был ли он сам масоном? Вот Афанасий Булгаков был ли масоном? Состоял ли он в каких-то тайных обществах? Да, давайте узнаем. Это тоже очень важно узнать. Состоял ли отец Михаила Булгакова, Афанасий Булгаков, в тайном ордене масонов? Очень многие историки, которые изучают историю как раз-таки Михаила Булгакова, его отца, говорят о том, что вполне это могло быть, потому что он очень хорошо знал историю масонства, а очень хорошо знать историю масонства и не быть масоном, ну, это практически равно нулю, друзья мои. Состоял ли отец Булгакова в тайном ордене масонов? Да или нет? 7 кубков. 7 кубков – это иллюзии, мечты, фантазии. Я фантазирую о том, чтобы быть где-то, но я не присутствую там физически. Давайте еще одну карту вытянем. Да, он состоял в ордене масонов, но тем не менее хотел чего-то более высшего, да, либо он не достиг той определенной ступени, до которой он хотел добраться, дойти. Туз кубков – это определенно. Я предназначен какому-то тайному обществу, к ордену масонов, но тем не менее я хочу большего. Но большего почему-то достигнуть не в силах, не в этой жизни, как говорится, да, что у нас на дне колоды, давайте посмотрим. Да, 5 мечей. 5 мечей – обмануть кого-то, унести что-то, забрать что-то у кого-то, да. Я хотел бы иметь такую привилегию, но не имею ее. Да, я состою в ордене, да, я очень много знаю, но я не на самой высшей ступени. Я где-то посередине или вообще, может быть, внизу. Но так как мы сегодня обсуждаем все-таки Михаила Булгакова, да, мы не будем подробнее останавливаться на отце, если хотите, мы сделаем шорт-видео, да, потом, если кого-то очень интересует эта тема. Но, тем не менее, да, состоял там туз кубков, это однозначное, да, но 7 кубков и 5 мечей нам показывает, что не того хочет моя душа. Душа хочет совершенно другого. Какими были отношения Булгакова и Татьяны Лапы? Давайте узнаем. Лапы, почему-то многие говорят, да, ударение падает на лапа или лапа. Скажите мне, кто точно знает, кто изучает историю, возможно, Михаила Булгакова, как правильно ставится ударение. Буду называть и говорить лапа, потому что это более изысканно звучит. Лапа все-таки как-то не очень, да? Какими были отношения Булгакова, Михаила Афанасьевича, и его первой супруги Татьяны Лапы?
Любили ли они искренне друг друга? Все что угодно нам могут сказать, друзья, но мы точно этого знать не можем. Какими на самом деле были отношения Михаила Афанасьевича Булгакова и его первой супруги, с которой он прожил достаточно долго и прошел огонь и воду, медные трубы, Татьяны Лапы? Любили ли они искренне друг друга? Туз мечей. Туз мечей – это, да, любили, но, тем не менее, были постоянно какие-то контрреволюции в доме, да, устраивал, скорее всего, Булгаков, потому что идет мужская энергия, а она была под Булгаковым, да, то есть достаточно строгий был Булгаков, наверное, потому что в доме его семьи было много женской энергии, был матриархат, он хотел вот этот патриархат внести уже в свою семью, да, а здесь показано все-таки то, что, да, любили друг друга, но, тем не менее, был немного жесток, несколько жесток со своей супругой, что-то запрещал делать, возможно, что-то запрещал говорить, или молчи, женщина, твое место на кухне, да, ну, я утрирую, конечно, сейчас, друзья мои, но тем не менее. Не могу не сказать об этом, да, очень ревностно относился, ревновали друг друга, возможно, да, и опять-таки здесь идет мужская энергия, все-таки ревновал он ее больше, нежели она его, она была просто скромной, тихой, смиренной, и ревновать смысла не было, но, тем не менее, очень ревностно относился к каким-то взглядам мужским, возможно, да, раньше такого не было, конечно, но, тем не менее. Раньше такого не было, как сейчас, я имею в виду, да. Карта «Страшный суд». Страшный суд – наказание какое-то, да, возможно, физическое наказание. Я не могу говорить о том, что Булгаков там как-то физически наказывал супругу, да, свою, но, тем не менее, заставлял извиняться, возможно, перед ним, да. Есть вот такие семьи, где супруг заставляет извиняться супругу, даже если не супруга виновата, скажем так, да. Были выяснения отношений, и «Страшный суд» еще говорит о судьбоносной встрече, естественно. В прошлой жизни они были кармическими партнерами, в этой жизни они являлись кармическими партнерами, и в следующей жизни также будут являться кармическими партнерами. Что-то друг для друга не доделали в прошлой жизни, в этой жизни встретились, и в следующей также встретятся. Вот что обозначает еще эта карта. Тройка кубков и туз мечей. Запрещал, вот как раз запрет, да, я вижу запрет чего? Запрет какого-то веселья, идти куда-то с подружками, или будь все время со мной, хочу, чтобы ты все время была со мной. Но, тем не менее, тройка кубков, еще как они относились друг к другу, очень много шутили, несмотря на то, что были какие-то ссоры, ну, у кого их не бывает, да, дома, но очень много запрещал все-таки, ревновал, запрещал вот ходить на какие-то посиделки с друзьями, с подругами и так далее. Карта Луна, вот карта Луна мне интересна, да, сейчас посмотрю. Не было здесь измен, все-таки вот это хорошо, конечно, да, очень редко, особенно в современном обществе, когда не бывает измен у нас, да, здесь все-таки, говорю же, мужская фигура присутствует, сейчас я все расскажу вам, друзьья. Вот Луна и девятка мечей вышла, да, измен не было в семье, но он очень их боялся. Мужчина безумно боялся того, что она ему изменит, хотя предпосылок никаких не было. Татьяна была очень миролюбивой и девушкой очень скромной, да, как я уже сказала, и любила только Михаила. Но король Пентаклей – это мужчина в семье, я главный в семье, я тебе место это не уступлю, я стою около своего трона, и я туда сам сяду, когда захочу. И здесь именно мужская энергия запрещает что-то делать, ходить куда-то с подружками на посиделке, на чай, кофе, да, это как у нас сейчас в современном обществе. Очень ревнует, очень боится страх измены, потому что Луна – это измена, да. Судьбоносная женщина, вполне возможно, в прошлой жизни она ему много изменяла, да, и душа помнит это. Душа, дух всегда помнит, друзья. Но, тем не менее, отношения были любовные, но очень ревностные. И Татьяне это часто надоедало, потому что я не вижу здесь сумасшедшей любви, но я вижу здесь очень много лишений по страшному суду, очень много страха, и это их сплотило. Вот это, наверное, и есть настоящая любовь, да? Я думаю, что настоящая любовь, она как раз-таки проверяется вот благодаря лишениям каким-то и благодаря каким-то не очень приятным моментам судьбоносным в семье. Давайте узнаем теперь, действительно ли Булгаков был наркозависим от морфия. У него есть знаменитая повесть, прекрасная просто, где персонаж Владимир Бомгарт увлекается морфием, да, до такой степени, что становится просто наркоманом, зависимым от морфия. И действительно ли данный персонаж является прототипом самого Булгакова, да, давайте узнаем. Булгаков Михаил Афанасьевич действительно ли был наркозависим от морфия, да, страдал морфинизмом, по-другому говорят. Действительно ли Михаил Афанасьевич Булгаков
был наркозависим. Боролся с этим, да. Слушайте, действительно, семерка жезлов, во-первых, это положительный аркан, хоть и младший. Младший говорит нам о том, что это недолго продолжалось. Он победил все-таки свою болезнь, да. Помогали ему победить болезнь, потому что очень много здесь жезлов, да, и он стоит с жезлом, запрокинутым на плечи. Жезл, запрокинутый на плечи, говорит о том, что он сильно-то много сам не старался, старались его родные, близкие и друзья, чтобы победить его морфинизм. И тем не менее, действительно, нам семерка жезлов говорит о том, что была цель победить морфинизм. Если была цель победить морфинизм, значит, человек действительно страдал от наркозависимости. Действительно ли Михаил Булгаков страдал от наркозависимости именно от морфинизма? Да, действительно, но пошел другим путем. Тройка жезлов говорит о том, что была цель у него, у самого, и он пошел другим путем. Но помогли ему друзья, знакомые, его родственники. И та же самая Татьяна, да, скорее всего. Итак, следующий вопрос, друзья. Булгаков действительно сам хотел стать писателем? Давайте теперь вот это узнаем, да, точно. Действительно ли он сам хотел стать писателем? Мы видели в самом начале, что у него совершенно другие цели были на эту жизнь, да? Не быть врачом, скорее всего. Действительно ли Булгаков сам хотел стать писателем? Или его кто-то надоумил на это? Сказал, вот у тебя такой талант, давай пиши, да? А он сам до этого не додумался. Действительно ли он сам хотел стать писателем? Карта Верховная Жрица или Верховный Жрец. Жрец – это тайный покровитель, тайный друг, тот друг, который не открывает себя полностью другому человеку. То есть у Михаила Булгакова был какой-то тайный покровитель или не тайный покровитель, ну, человек, который занимался каким-то видом магического искусства, скорее всего, оккультного. До Алексея Толстого, до Красного графа мы еще с вами сегодня дойдем, как раз-таки зададим, да, этот вопрос. И вот здесь Верховный Жрец говорит о том, что ему тайно всадили это, или внедрили ему эту мысль в голову, или сказали, что ты такой невероятно талантливый человек, пропадаешь, ну просто пропадаешь, давай, ты же можешь, да, ему как-то это очень хитро намекнули на это, очень хитро намекнули. Да, он хотел стать писателем, безусловно, но вполне возможно, без этого человека он бы этим писателем, знаменитым, популярным, талантливым, не стал бы. Вот так, друзья мои, потому что здесь есть какая-то червоточинка, здесь есть какой-то тайный человек. Что у нас на дне колоды? Пятерка Пентаклей говорит о том, что не стал бы человек сам писателем, если бы вот не этот тайный жрец. Что это за тайный жрец, я уже догадываюсь, но мы сегодня о нем еще и поговорим с вами, да? Итак, как раз про Алексея Толстого, которого именовали Красным графом. Тот самый, кто по официальным источникам является создателем сказки «Приключения Буратино». У меня, кстати, на него есть отдельный расклад. Посмотрите обязательно, очень интересный. Про тайные смыслы сказки «Приключения Буратино и Золотого ключика». Итак, он с Михаилом Булгаковым начинает общение в 1907 году, после чего Булгаков становится его личным секретарем. И они очень тесно общаются. Давайте узнаем, какую роль сыграл Алексей Толстой в жизни Булгакова. Алексей Толстой непростой человек-то. Истинный мотив дружбы, взаимодействия Толстого с Булгаковым. Истинный мотив дружбы и взаимодействия Толстого с Михаилом Афанасьевичем Булгаковым. Истинный мотив. Интересно. Силой овладеть и увести куда-то совершенно в другую сторону. Вот я говорю, да, то, что не он сам хотел стать писателем, да, возможно, он хотел, задатки у него были даже, да, мы видели то, что он был совершенно талантливым человеком, но, возможно, сам он не смог бы, да, силой завладеть умом человека, именно умом человека, да, заставить его что-то сделать, перевернуть его жизнь с ног на голову. Десятка. Второе, это всегда мы выходим во что-то новое. Мы переворачиваем свою жизнь на 180 градусов. Увести по какой-то другой дорожке, провести его по какой-то другой дорожке, да. Истинный мотив, но это не дружба, да, это отнюдь не дружба, это какой-то корыстный свой интерес, потому что карта сила говорит о корыстном интересе. Не о физическом насилии именно, да, а именно о ментальном насилии. Я тебя заставляю, я тебе внушаю что-то сделать. И твои мысли уже становятся совершенно другими мыслями, не такими, какими были прежде. Десятка мечей, все, так как прежде уже не будет. Вообще десятка мечей смерть, да, физическая, доведение до физической смерти, ну, это мы еще посмотрим, когда доберемся до смерти Михаила Булгакова. Но здесь именно увести другой тропой. Давайте посмотрим еще, какую роль
сыграл Алексей Толстой в жизни Михаила Афанасьевича Булгакова. Истинный мотив дружбы Алексея Толстого с Михаилом Булгаковым. Истинный мотив. Да, десятка колесо фортуны. Десятка колесо фортуны вообще практически в любой колоде карт говорит о системе, не только о удаче, а о системе. Мы живем под системой. Змея Ураборос говорит о закольцованности жизни. Мы постоянно сюда возвращаемся. Да? Очень мало кто уходит в акарму. Возвращаемся для того, чтобы выполнить свою карму, которую не выполнили в прошлой жизни. Кармические задачи. И 10-й старший аркан колесо фортуны, он должен был встретиться с ним и увести его по другой тропе, для того, чтобы тот стал талантливым писателем, а он получил какие-то свои блага, я имею в виду Алексея Толстого, от этого, да? Карта повешенной – это карта предателя еще по-другому. Повешенный имеет две стороны. Повешенный – это состояние жертвы, состояние виктивности по психологии, повешенный – состояние предателя. Говорим мы об этом как раз-таки со времен Иуды, который повесился после предательства Иисуса. И здесь мы говорим о том, что Алексей Толстой, хоть и дружил, хоть и был вместе рука об руку с Михаилом Булгаковым, шел какое-то время, но он стал его предателем. Вот здесь вырисовывается интересная картина, друзья. Мы, конечно, до смерти Булгакова еще не дошли, но здесь очень интересно, потому что я посмотрела уже, от чего причина смерти Булгакова, и умер он не своей смертью. Здесь говорится о том, что он заставлял его сделать что-то такое перед смертью, незадолго до смерти, я имею в виду Толстой, Булгакова, от чего он отказался. Посмотрите, да? Отказ, пошел в отказ. Я хочу провести тебя другой тропой, заставляю тебя сделать это ментально. Ты умираешь после этого, когда отказываешься. Я тебя предаю. Все. Тут каким-то образом Алексей Толстой замешан в смерти Михаила Булгакова. Михаил Булгаков умер не от пиелонефрита или от болезни почек другой, да, который умер его отец якобы, но этого мы тоже не можем знать. Тут очень легко сопоставить дважды два, да, отец умер от пиелонефрита, от болезни почек, и Булгаков, значит, умрет от болезни почек, ну, генетически, но вам хочу сказать, как врач, который изучал всю эту тему, генетические болезни почек не передаются. Вот так. И здесь можно сказать, что Толстой в какой-то степени причастен к смерти Булгакова. Какую роль он играет, он должен был заставить его что-то сделать. А в особенности перед его самой смертью. Естественно, он провел его вот в это закулисье, он сделал его знаменитым писателем. Он один из покровителей, который был представлен Булгакову высшим светом, то есть элитой, да? В своем раскладе «Тайный смысл сказки «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» я говорю о том, что Алексей Толстой является масоном. Если он рука об руку ходил с Михаилом Булгаковым с 1907 года, то, соответственно, и Булгаков может быть масоном. Правильно? Правильно. Но это мы сейчас узнаем. Итак, Алексей Толстой точно состоял в тайном ордене масонов. Состоял ли в тайном ордене масонов Михаил Булгаков? Мы сейчас немножко подбираемся к тому, что Булгаков не просто так стал знаменитым, понимаете, да, к чему я веду? Потому что просто так стать невероятно знаменитым писателем, которого обсуждают по сей день, просто невозможно у нас, по крайней мере, в стране, да и во всем мире. Это 100%. Как бы вы этого не хотели. Вы сможете напечатать свою книгу, но таким знаменитым, как Булгаков, вряд ли вы станете, если вы не будете состоять в тайном обществе. Итак, был ли Михаил Афанасьевич Булгаков масоном? Друзья мои, хотела вам сказать про рекламную интеграцию, но у меня выпала карта императора, и я просто не могу сейчас ее не протрактовать. Император у меня выпал сам из колоды, масоном ли был Михаил Булгаков, да, еще каким. Даже повыше своего отца. Император нам говорит о третьей, если не 33-й ступени масонства, да, ну 33-я ступень масонства вышел бы у нас отшельник, здесь скорее 3-я ступень масонства. И очень интересно совпадение: 3 жены, 3 этапа его жизни, ученик, подмастерье, мастер. Об этом я расскажу чуть позже. Друзья мои, если вам интересно это видео, если вам интересна тема про Булгакова и вообще про знаменитых личностей, да, ставьте, пожалуйста, прямо сейчас лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Это помогает алгоритмам YouTube продвигать мое видео, и я буду еще больше новых видео выпускать для вас специально, друзья мои. Для вас это всего 1 клик, а для меня огромная поддержка. Спасибо. Итак, возвращаемся к тому, что Михаил Булгаков действительно император. Карта 4-го старшего аркана императора, тщеславие, говорит о том, что он действительно был масоном. Повлияло ли это как-то на продвижение Булгакова как писателя? Повлияло ли вступление Михаила Афанасьевича Булгакова в тайный орден масонов на его продвижение как писателя? Да или нет? 4 мечей. 4 мечей говорит о том, что да, но это осталось в каком-то спящем состоянии при его жизни. Вот после того, как он погиб, после того, как он... Почему говорю, что погиб? Потому что он не умер, он погиб. Я вам потом расскажу, о чем речь.
После того, как он погиб, да, он стал популярным. Но во время того, как он писал романы, известные, знаменитые, он от чего-то отказался. От чего-то отказался, потому что понял, что это что-то противоречит его принципам. И только после смерти он стал знаменитым писателем. И то потому, что эти романы нужны были элите. Понимаете, да? Скорее всего, Михаил Булгаков писал не со своей подачи, а именно с подачи того, кто ему заказал эти романы. Особенно, в частности, тайный и мистический роман «Мастер и Маргарита». И после смерти это помогло стать Булгакову знаменитым. Но не самому Булгакову, а его романам. Потому что так нужно было. Потому что так нужно было тайному ордену масонов, в котором он состоял. Поэтому да, в какой-то степени это повлияло на его становление, повлияло на его известность, но скорее больше после смерти, потому что здесь про смерть говорится, да, что у нас на дне колоды. Да, восьмерка мечей. Восьмерка мечей, он был заключенный человек, который не может ничего сделать, который слишком поздно понял, куда он вступил. На самом деле у него совесть-то была, Булгакова. И он прекрасно понимал, что происходит уже после того, как он, к сожалению, после того, как он вступил в тайный орден масонов. Он не хотел в этом больше вариться, он отказался от чего-то, и понимаете, да, что произошло. Его убили. Как его убили, причину его смерти мы еще сегодня с вами посмотрим. Я смотрела, еще раз говорю, причину его смерти до того, как делала этот расклад. Поэтому об этом открыто заявляю сейчас. Следующий вопрос. Интересный такой. Смена имиджа Булгакова в годы его популярности при жизни, да, когда он только-только становился популярным, когда его Дни Турбиных все время крутили в театрах, да. Вот в это самое время он меняет имидж и вставляет в глаз как аксессуар монокль. Очень интересно. Монокль – это всевидящее око. Связан ли вот этот аксессуар, монокль, с тем, что Михаил Афанасьевич Булгаков вступил в тайный орден масонов и, соответственно, показывает это, да, показывает это публике, показывает это людям? Связано ли это? Связан ли монокль, который носил Михаил Афанасьевич Булгаков, с всевидящим оком и вступлением в тайный орден масонов? Королева мечей. Королева мечей – женщина. Женщина так сказала сделать. А женщина была непроста. Хочу здесь дополнить, что меняет свой имидж Михаил Афанасьевич Булгаков, когда он сходится со второй супругой. Про это я сейчас тоже поговорю, да, мы поговорим про развод с Тасей, Татьяной Лапой, и поговорим про вторую супругу, которую к нему либо, скорее всего, приставили, либо действительно они познакомились, и она очень сильно понравилась Михаилу Булгакову, да, но здесь королева мечей, острая на язык, очень жестокая, жесткая женщина, но справедливая в какой-то степени, да, и женщина, которая непроста, женщина, которая находится в каких-то связях с правоохранительными органами, либо с орденом масонов, потому что королева мечей сказала мне, что нужен такой аксессуар. И когда как раз-таки он сходится со второй супругой, он меняет свой имидж. И вот этот аксессуар связан ли с орденом масонов, мы сейчас узнаем, но это сказала ему сделать жена. Так сказала мне жена, что мне нужно сменить свой имидж. Связан ли монокль Михаила Афанасьевича Булгакова, смена его имиджа с тем, что он вступил в тайный орден масонов? И связан ли этот монокль с всевидящим оком? Да или нет? Положительные карты все, поэтому, да, 100%, друзья мои, просто хотела дополнить, да, карты Иерофанта, ты теперь ученик, а ты даже не ученик, а подмастерье в какой-то степени, и должен слушаться и повиноваться. Карта Иерофанта, карта ученика. Король Пентаклей, карта мужчины, мужчина-ученик. У женщины, женщина мне сказала изменить свой имидж. Связано ли это с всевидящим оком и вступлением в орден масонства? Несомненно, потому что Иерофант – это тайный орден, куда вступают люди для обучения чему-либо. Здесь у нас нарисован священнослужитель, но тем не менее мы как раз-таки говорим о людях, которые задействованы в оккультных обществах, да? Я думаю, что если вы смотрите мои видеорасклады, вы понимаете, о чем я говорю. С чем на самом деле связан развод Булгакова с его первой супругой Татьяной Лапой? Они столько всего прошли вместе. Он так ее любил, она так его любила, он так ее жутко ревновал, да? С чем на самом деле связан развод Михаила Афанасьевича Булгакова с его первой супругой Татьяной Лапой? Женщиной, да, женщина, причем занимается черной магией, да, потому что королева жезлов – это у нас темные искусства, светлое искусство, магия в любом случае, да, у ног сидит черная кошка, женщины связаны, и женщина намагичила, приворожила, да, то есть со второй супругой он сошелся не потому, что он влюбился невероятно, а потому что сработал приворот, и ее к нему приставили, потому что королева жезлов, ведьма, никогда не может по любви прийти к человеку, ее могут только приставить, я имею в виду черная ведьма, да, колдунья. Ведьма – это вообще ведущая женщина, ведунья, но колдунья
Это женщина, которая не может по любви прийти к мужчине. Ее только могут представить, что у нас на дне колоды, с чем связан развод Михаила Булгакова с Татьяной Лапой. Двойка пентаклей. Его начало вот так вот во все стороны колотить-молотить. Да? Качели такие начались. Я хочу с тобой, а давайте, может быть, втроем жить. Да, даже он предлагал Татьяне. Но Татьяна отказалась, будучи девушкой совестливой, с характером тоже, да, и человеком, собственником, да, который любил Михаила Булгакова и хотела ему для него счастья, счастливой жизни. Сказала, оставайся ты вот с этой замечательной Любовью Белозерской. Да, Любовь Белозерская, звали его вторую супругу. Так вот, его начала колбасить и штормить Михаила Булгакова, и, конечно, он выбрал женщину, которая его приворожила. Друзья мои, если вы выбираете женщину, которую любите или которая вас приворожила, вы в любом случае выберете, которую приворожила, потому что здесь магия очень сильна. Итак, развод с Татьяной Лапой случился из-за того, что Любовь Белозерская его приворожила. И ее приставили к нему, да? Была ли она приставлена, не будем спрашивать, потому что здесь все очевидно. Теперь давайте узнаем, почему Иосиф Виссарионович Сталин так лояльно относился к Булгакову, ставил его пьесы, да, спокойно, «Дни Турбиных», которые гремели просто во всеуслышание. Почему Сталин так лояльно относился к Михаилу Афанасьевичу Булгакову? Хотя в другое время и в другом месте, и другой человек его, наверное, давно уже попросил, да, из страны причем. Почему Иосиф Сталин так лояльно относился к Михаилу Афанасьевичу Булгакову? Почему? В чем причина? У меня на тебя большие планы. Давайте так, да, сейчас я раскрою каждую карту и расскажу вам, о чем речь. Давайте посмотрим, что у нас на дне колоды. 8 кубков. Мы одной дорожкой идем. 8 кубков. Идти одной дорожкой. 7 жезлов. Здесь не должно быть победителей и проигравших. Расскажу, о чем речь. Они состояли в одном обществе, скажем так, да, потому что Иосиф Виссарионович Сталин, вы знаете, то, что тоже человек был непростой. У меня тоже есть расклад на него отдельно, на канале, посмотрите, пожалуйста. И 6 пентаклей, мы оба друг другу что-то должны или оба друг другу чем-то обязаны в этой стране. Императрица – это страна, либо что-то объединяющее их. Мать объединяет за одним столом, страна объединяет русских, страна объединяет разного рода национальности людей, понимаете, страна объединяет, а здесь какая-то община, одно общество, один интерес, один орден масонов. Мы друг другу должны и обязаны, мы смотрим в одно будущее или одной дорогой идем. Понимаете, да? И здесь не должно быть победителей, проигравших. Мы должны очень хитро поступать, так, чтобы никто не догадался. Карта 5 мечей, хитрость, уловки. И карта звезда, ты мне еще для чего-то потом впоследствии пригодишься, сгодишься. Карта звезда – это надежда на будущее. Так вот, здесь два человека друг другу чем-то обязаны. И что Михаилу Булгакову, что Иосифу Сталину нужны были эти взаимоотношения. Они были просто необходимы, потому что люди были в одном обществе. Одни интересы, одно общество, одна община, называйте, как вам больше нравится, да? И поэтому здесь, нет такого, что я должен тебя топить как-то, да? Ты должен быть рядом, во всеуслышание я должен за тобой наблюдать. Я так тебя лучше вижу. Это такая хитрость его стороны, со стороны Иосифа Сталина. Я так лучше тебя вижу. Поэтому нет смысла топить этого человека, и он еще нужен для чего-то был, да, ордену масонов, в котором он же и состоял. Михаил Булгаков, я имею в виду. Автором романа «Мастер и Маргарита» является ли Булгаков Михаил Афанасьевич? Правда ли, что автором знаменитого романа «Мастер и Маргарита» является Михаил Афанасьевич Булгаков? Да, абсолютная правда. Но двойка кубков говорит о том, что это какой-то договор по договоренности, слияние двух душ, слияние двух тел, слияние мужчины и женщины или мужчины и мужчины, не суть важно, да, здесь не о гендере речь. Здесь о том, что кто-то его попросил об этом. Он не сам догадался, написал он его сам, несомненно, но кто-то говорит, напиши мне, я не знаю, там, про мышку и серого волка. И да, я напишу, но я все сделаю сам. Да? Да, он действительно является автором этого произведения, но ему заказали это произведение. Умеренность говорит о том, что да, но умеренность переливает из пустого в порожнее. Соединение двух тел, два человека, слияние двух людей – это одно целое. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть два человека договорились. Получилось одно целое. Книга, роман. Заказали ему его. Друзья, давайте теперь узнаем, в чем основная идея романа, основной посыл, который хотят донести до читателя. В чем основная идея романа Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита», который хотят донести до читателя. Давайте 3 карты. Кто такой мастер?
в романе «Мастер и Маргарита» Михаила Афанасьевича Булгакова. Кто такой мастер? И интересный вопрос сейчас будет, связано ли название «Мастер и Маргарита» с 3 ступенями масонства. У масонов есть 3 ступени. Как мы уже понимаем, Михаил Булгаков состоял в ордене, тайном ордене масонов. 3 ступени, 3 градации. Первый – это ученик, второй – это подмастерье, третий – это, внимание, мастер. Это так называемое голубое масонство. Первые 3 ступени. Вообще всего 33 ступени насчитывает шотландское масонство. Связано ли название «Мастер и Маргарита» с тем, что именно в этот период, когда Булгаков писал роман, он встал на 3-й градус, на 3-ю ступень масонства, то бишь мастера. Обратите внимание, что у него в жизни было 3 грани. Первая жизнь – это когда он жил в голоде, в холоде, в нищете, на войне, когда он резал гангрены и так далее. Да? То есть это лишение. Через лишение должен пройти каждый масон. Только тогда он может стать самым сильным масоном, идеальным человеком, обточенным камнем, как говорят масоны. Далее, второе – это подмастерье. Он жил с Любовью Белозерской, как раз-таки во время пика своей популярности. И третье – это как раз-таки написание «Мастера и Маргариты». Так связано ли название «Мастер и Маргарита» с тем, что именно в этот период Михаил Булгаков мог перейти на 3-й градус масонства, именуемый мастером? 3 карты. Итак, друзья мои, в чем основной посыл романа «Мастер и Маргарита»? Давайте посмотрим. 6 кубков – это хорошие воспоминания, а паж жезлов – это начало чего-то нового. 3 пентаклей – подстраивание, обучение. В том, что каждый человек может обучиться чему-то новому в этой жизни, помня свои прошлые жизни. Очень интересный посыл, и давайте мы его раскроем. Каждый человек, помня свои прошлые жизни, может постичь что-то совершенно новое в этой жизни. То бишь, это сказано про кармические задачи. Если бы человек помнил свою карму в прошлой жизни, то он бы проходил ее гораздо быстрее, наученный горьким, как это ни странно, опытом. Итак, связано ли повествование в романе «Мастер и Маргарита» с тем, что каждый человек проходит свою карму на этой земле, но не помнит своей прошлой жизни по той простой причине, что просто не хочет осознавать в себе ту силу, которая в нем есть на самом деле? Все правильно, друзья мои. Карта справедливости говорит о том, что человек был бы более лоялен и справедливен к своей сегодняшней жизни, если бы он помнил свои прошлые жизни и знал, какую карму он должен пройти в этой жизни. Да, пусть такой очень многозначительный философский подтекст, очень такой сложный, возможно, я сейчас разъясняюсь как-то сложно, но, тем не менее, человек даже не подозревает, в чем его сила. И если бы он осознавал, сколько силы в нем есть самом, и если бы он понимал это, то он бы наверняка, практически наверняка помнил свои прошлые жизни. Воспоминания. Воспоминания – это самая сильная вещь, которая только может быть в человеке. И карта справедливости говорит, тогда бы человек жил по справедливости и начинал бы свою жизнь совершенно по-другому, по-новому. Подстраивался бы под те обстоятельства, которые бы он вспоминал из прошлых жизней, воспоминания, да? То есть человек проживает свою жизнь неправильно. Кстати, по 3 пентаклей, возможно, его интересуют только деньги. Да? Опять-таки, у нас в романе очень яркий посыл о том, что человека интересуют только деньги, но не моральные качества. Человек не живет по справедливости и готов перешагнуть через головы, и готов предать ради денег или ради каких-то вещей обыкновенных, да? Обыкновенных материальных вещей имеется в виду. И вот здесь основной посыл. Почему основной посыл именно в этом? Потому что масоны, элита, которые заказывали у Булгакова, а мы понимаем, что именно они заказывали у него этот замечательный роман, это замечательное произведение, они не хотят стереть человечество с земли. Они не хотят. Они хотят научить человека, научить 3 пентаклей чему-то новому. Научитесь работать со своими воспоминаниями. Научитесь работать со своими прошлыми жизнями. И тогда вы будете жить совершенно по-другому, по справедливости. Пусть это так завуалировано, друзья мои, но это совершенно так и есть. Именно в этом посыл данного романа. Кто такой мастер? Человек, который уходит от ответственности. Или человек, который идет совершенно другой дорогой, хотя он идти этой дорогой не хочет. Но ему приходится. Кто такой мастер? Человек, который уходит от эмоций. Человек, который уходит туда, где ему тяжело, в лишения. Обратите внимание, что именно эта карта выходила у Булгакова. Означает ли это, что именно Булгаков – это прототип данного мастера в романе «Мастер и Маргарита»? Обозначает ли это, что Булгаков – это прототип мастера
в романе «Мастер и Маргарита». Человек, который прошел через все лишения, но стал таким мастером. Да, человек, который построил свою судьбу, написал ее сам. Он не только писатель, он писатель и творец своей судьбы. Михаил Булгаков написал роман о себе. «Мастер и Маргарита». Маргарита, заметьте, что третью его супругу, он уже тогда жил с третьей женой со своей, а ее называли ведьмой, часто настоящей Маргаритой, потому что Маргарита была ведьмой, которая летала на метле. Все здесь очень завуалировано, возможно, что-то непонятно. Задавайте, пожалуйста, вопросы в комментариях, друзья. Если что-то непонятно кому-то, да, мы можем с вами в телеграм-канале, у нас есть открытый телеграм-чат, можем обсудить с вами отдельно «Мастера и Маргариту», и там уже какие-то ваши вопросы разобрать, пожалуйста. И, конечно же, связаны ли название «Мастер и Маргарита» с 3 ступенями в масонстве? То, что сам мастер, сам Михаил Булгаков прошел 3-ю ступень в масонстве, все 3 карты положительные. Друзья мои, это роман о нем, о его лишениях, которые он прошел. Мастер – это он. Мастер, который прошел все лишения. И роман о том, что каждый человек вправе собственноручно построить свою судьбу. Только человек думает не о том. Это роман о нем в главной роли, король Пентаклей, о том, что он достиг своих определенных целей, но от чего-то отказался. Да? Мы понимаем, что он от чего-то отказался. В самом раскладе это сквозило. Друзья мои, вот об этом роман. Да? Если вы хотите обсудить роман более детально и подробно, все-таки у нас сегодня именно про Булгакова расклад, пожалуйста, переходите в телеграм-чат, и мы с вами его обсудим по вашим вопросам. 3-я супруга Михаила Булгакова. Какова ее основная роль в жизни Булгакова? Она продвигала его роман, она продвигала его, она была заступницей, защитницей и заботливой, как Тася, его первая супруга, и очень яркой, стремительной, темпераментной, как вторая. 3-я супруга Булгакова. Ее основная роль в жизни Михаила Афанасьевича Булгакова. Хитростью что-то забрать себе, что-то себе присвоить от самого Булгакова. Это не обязательно романы, не обязательно его книги, это может быть его энергия, его мысли, потому что мечи – это мысли. Забрать его мысли себе, его решение забрать себе. Императрица, она была главной женщиной в его жизни, возможно, Булгаков так и не думал. Императрица – это мать. Мать, которая плодородит, мать-земля, мать, которая рожает ребенка, но здесь она забирает себе. Есть женщины, которые живут в парах с мужчинами, которые забирают и потребляют. А есть женщины, которые, наоборот, дают. Так вот, она как раз-таки хитростью забирала. Но все думали, что она, наоборот, дает. Конечно, забирает, да? 5 пентаклей. Это та, кто высосал из него все соки. Это настоящая лярва, самая настоящая ведьма, да, друзья мои? И ее основная суть, как я уже сказала, это лярва. Основная суть – забрать из него, выжать из него все соки, выжимку, его энергию, его мысли, его думы. Даже если вы думаете, что она его беспрекословно любила, у нее был свой интерес к нему. И, конечно же, ее представили, да? Потому что уже на этом этапе жизни мастер, то бишь Булгаков, от чего-то отказался. От чего-то, что ему предлагали в ордене масонов. Давайте теперь узнаем тогда, да, как умер Булгаков. Причина смерти Михаила Булгакова. От чего умер Михаил Булгаков? Я уже говорила в начале, в середине расклада о том, что его убили, да, я смотрела. Про это вчера смотрела перед раскладом. От чего умер Михаил Булгаков? Ложная забота. Ложная забота. Если заметите, у его постели постоянно сидит его 3-я супруга. Когда он уже не вставал, когда он лежал в постели. И, кстати, от болезни почек, когда люди умирают от болезни почек, люди выглядят совершенно по-другому. Перед смертью, во время смерти. Я видела его труп, да, в гробу, когда он лежал. Ну, совершенно не от болезни почек он умер. Ложная забота, женщина рядом. Какая-то женщина, женская энергия. Что-то забирает у него. От чего на самом деле умер Михаил Булгаков? Не подчинился. Не подчинился тому, кто хотел этого подчинения. Поцелуйте мне руку. Я не буду этого делать. Но тогда мы тебя убьем. Через женщину. Женщина была к нему специально представлена, которая высосала из него все соки. И последняя причина смерти Михаила Булгакова, я не вижу здесь болезни почек, совершенно абсолютно женщина. Женщина – причина смерти Михаила Булгакова, которая забрала его ресурс. У нее пентакль, у нее пентаграмма, у него все 4 стихии, у нее все 4 стихии и его дух. Именно женщина, дуальность, мужчина-женщина, не примирилась с тем, что он отказался от чего-то. Она хотела большего, но большего он ей не дал, и поэтому ей приказано было его
высосать, уничтожить. Есть такие женщины-лярвы, от которых мужчины не возвращаются живыми, хочется сказать. Ну и, наконец, последний вопрос, друзья мои. Камень на могиле Булгакова. Опять-таки история про масонов, да, это идеально выточенный камень у масонов. Есть камень с навершием, идеально выточенный камень, идеальный человек, по мнению масонов. Есть камень необточенный, есть обточенный камень, да, это 3 грани, 3 степени масонства. Ученик, подмастерье, мастер и 3 камня. И вот камень как раз-таки, насколько мне известно, который положила его 3-я супруга на могилу у Булгакова, как раз-таки камень символизирует вот это вступление в масонство. Но что обозначает этот камень полностью? Давайте раскроем его. Камень на могиле Булгакова имеет ли отношение к тому, что он прошел или наоборот не прошел определенные ступени, градусы в масонстве? Мы тебе дали, а ты не захотел брать. У тебя были завязаны руки не потому, что они были завязаны кем-то, а тобой самим. Ты завязал сам себе руки, мы хотели тебе что-то предоставить, но ты этого почему-то не взял. Ты уперся, упрямый, рыцарь жезлов. Ты все делаешь наперекор. Очень упрямый человек. Мы тебе давали, а ты это не взял, вот эти 2 карты, да? Потому что он не прошел какой-то градус, какую-то ступень. Да, он назвал себя мастером в романе «Мастер и Маргарита», но тем не менее тогда же он отказался от чего-то. И его не приняли. И решили его убить, да, уничтожить. Потому что он не был тем самым идеально выточенным камнем, тем самым идеальным масоном, который как раз-таки по градации масонов должен был продолжить с ними этот путь в их тайном обществе. Но тем не менее этого не случилось, друзья мои. Друзья, мы с вами с помощью карт Таро узнали сегодня настоящую цену славы, популярности автора знаменитого романа «Мастер и Маргарита». Но у нас остались еще интересные вопросы на эту тему. О писателе, о Гоголе в жизни Булгакова, о том, исполняет ли желание посмертная маска Булгакова в Доме-музее Булгакова, еще много всего интересного. Пожалуйста, переходите в наш телеграм-чат, где мы общаемся с подписчиками, где вы можете в режиме реального времени посмотреть без VPN. Сможете прямо там в чате посмотреть этот расклад, даже если у вас не работает VPN. Мы там общаемся с нашими подписчиками. Мы обсуждаем и делаем те расклады, которых нет на YouTube. Переходите, будем отвечать на вопросы о Булгакове. Подписывайтесь, пожалуйста, пишите комментарии под этим видео, ставьте лайк. А я вас очень люблю и до новых встреч.